Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем говорить с теми, с кем действительно стоит поговорить, и мы рады, что с нами на связи Игорь Банцер, тот самый Игорь Банцер, за которого мы все переживали, который держал сухую голодовку в течение 17 дней и волей прокурора был отправлен под домашний арест. Здравствуйте, Игорь! Добрый день. Игорь, давайте начнем с самых банальных, простых вопросов. Как вы сегодня себя чувствуете? Плохо я себя чувствую, к сожалению. Вчера мне пришлось скорую вызывать, потому что была слабость, и там я в обморок практически упал. Поэтому, до сих пор я говорю, вчера в скорую уехали хорошо, и счастье, несчастье, мне там сделали обследование, кровь, моча, УЗИ, зонд впервые в жизни, конечно, мне пришлось глотать, это крайне неприятная процедура, но вот я говорю, оказалось, у меня там, поставили хронический этот самый гастрит, чего у меня не было, но язв хотя бы нету. А хронический гастрит, там красное, все сказал врач, то есть, до язв не дошло уже хорошо, я хотя бы за это спокоен, доволен. Пришлось там отказаться от госпитализации, потому что там, ездит много машин скорой помощи, много людей, я просто настолько ослаблен, что действительно опасаюсь, чтобы там где-то чего-то не подхватить более серьезного, знаете, коронавирус. И врачи, что удивительно, даже не настаивали сильно, когда я сказал, что я не буду оставаться, чтобы ослабленный организм не заболел. Вот сейчас дома отлеживаюсь, тяжело, организм, там внутренние органы, не знаю, тяжело, но держусь, поэтому спасибо за ваш разговор, это за внимание людей, это приятно, это поддерживает. Игорь, давайте немного восстановим хронологию событий. Не будем говорить о тех моментах, о задержании и так далее. Вот в тот момент, когда вы уже оказались за решеткой, в какой день вы решили начать объявить сухую голодовку? Слушайте, я провел всего 5 месяцев, получается, но это уже судом. И когда меня посадили, ведь я всем говорю, что кто-то, спрашивал уже сейчас по выходу, а ты думал, ты знал? Я говорю, очевидно, что это была слишком, радикальная акция, да, современное искусство, это такие вещи, эти перформансы. Я себя с Павленским, который там на Красной площади, да, сам себя прибивал, не сравниваю там и так далее, но достаточно радикальным это оказалось, и я планировал, что, безусловно, будут реакции, что мне там штраф дадут, может, большой, посадят на сутки, там, 5-10, 15 суток, но когда вот это оказалось, что прямо довели органы государственные, КГБ, безусловно, этим всем управляло до прямо уголовного дела, меня посадили, я там действительно был немного в стрессе, ожидал, что это закончится там месяц-второй, но когда меня стали возить по этапам на экспертизы психиатрические, да, где я там сидел на пересылке в медицинской части на улице Володарского в СИЗО номер 1 города Минской области с реальными, психически больными людьми, с психопатами, с расчленителями, с убийцами детей, понимаете. Это было очень достаточно для меня, хотя я к разным ситуациям в жизни подготовлен, но это было очень жестко, и я уже действительно произошло такое переосмысление, стоило оно того, не стоило, безусловно, все того стоило, но что прям настолько далеко зайдет. И когда я уже на этапе следственных действий было понятно, что меня не хотят выпускать, несмотря на ходатайство адвоката мои, по подписку о невыезде, на поручительство, про другие варианты есть. Стало понятным, что тут уже хотят, как говорится, сгноить меня в тюрьме. И тогда, действительно, я передумал, когда ходишь, особенно у меня там было 5 плюс 10 суток карцера, меня держали в одиночке, я один все эти месяцы фактически провел, то я много об этом думал. И уже после Нового года было понятно, что, особенно когда карцер мне в начале февраля дали, я понял, что если нету здесь никаких правовых методов у меня, если не помогают апелляции к законодательству, к законным актам, к уголовно-процессуальному кодексу Республики Беларусь, что мне остается? Вскрываться там, как зэки, это без смысла, чтобы еще я отрицаю суицид, в принципе, и даже вот эти все эти. Поэтому получается сухая голодовка, голодовка как единственный политический акт в данном моменте, а что мне еще оставалось, находясь в этих 3 на 2 метра в камере. Поэтому да, где-то уже в начале февраля я принял решение, что если меня не выпускают, если меня уже держат это 4 месяца там, в тот момент, значит, придется вот так вот радикально. Другого варианта, я все варианты перебрал, другого варианта я не видел.
Игорь, скажите, пожалуйста, смотрите, какая штука. Очень часто говорят о том, что вообще психиатрия на постсоветском пространстве, в том числе в Беларуси, это абсолютно карательная медицина какая-то. Там, ну, если человек попадает, с ним делают все, что угодно, но только не лечат. Вы сказали, что вас возили часто на психиатрические обследования. Вот там, во время этих обследований, сам медперсонал, вот они оказывали на вас какое-то давление? Что это было? Вам угрожали чем-нибудь в стиле, ну все, если к нам попал, то считай, что ты точно псих, и мы тебя до этого доведем? Либо медперсонал понимал, что происходит, понимали они, кто вы, и были достаточно лояльны? Надо отметить, меня направляли на экспертизу в наш самый известный психиатрический центр в Новинке. Это один раз. То есть это я ездил туда, потом назад возвращался. Поэтому 2 раза провел в этой на Володарке, в камере для психов, как я говорю. А касаемо вашего вопроса, понимаете, я тоже этого, да, я сразу сказал, что раз направляют в Володарку, скорее всего, будут какие-то вот эти все советские методы карательной психиатрии, но суть в том, что сейчас настолько вопиющих фактов происходит вокруг, в стране, да, вот, с августа, что прямо мой случай был действительно достаточно ярким, но не исключительным, скажем так. И поэтому, когда я приехал, я сразу же вот обозначил, наверное, как сотрудникам, что как бы я не псих, никогда не был замечен, это чисто КГБ хочет, ну я не знаю, что там, меня унизить, оскорбить, я не знаю, какая цель, это надо спрашивать у сотрудников КГБ. Поэтому, когда я сразу обозначен, они к этому не были готовы, я отказался с ними общаться, сказал, что единственная цель, это, говорю, либо вы меня сейчас психом сделаете, либо что. И поэтому они то ли растерялись, то ли у них не было действительно инструкции, то ли что, тут я не могу говорить. Но действительно, там 1 раз, 2 на меня пробовали воздействовать, чтобы я там какие-то тесты делал, что-то им объяснял. Я сказал, это мое любимое, я Банцер, я не верблюд, и поэтому я объяснять вам ничего не буду. Вот, и, соответственно, то есть они меня наблюдали 3 недели, и вот выдали на 10 страницах. 10 страниц заняло экспертное заключение о том, что я не являюсь психически неуравновешенным, за то, что я адекватный и так далее. Действительно, у меня такие опасения были. Но уже касаемо Гродненской тюрьмы, то здесь вот психиатр Гродненской тюрьмы, да, у него пару раз у нас были такие разговоры вот насчет моего поведения, насчет того, из-за чего я попал. Потом, когда уже я был на голодовке, и конкретно вот психиатр в Гродненской тюрьме очень достаточно жестко высказывался, вплоть до того, что он мне прямым текстом сказал, что отказываешься, ну, значит, мы тебя обколем, сделаем овощем и так далее и тому подобное. То есть, это было все угроза, я так понимаю, психологическое давление, не более того, потому что прямой цели не было. Ну, давайте договоримся, если была бы цель меня, скажем так, посадить в психиатрическую лечебницу, то я бы сейчас с вами не разговаривал, действительно, я бы сейчас сидел где-то там. Вот вы сказали, что психиатр во время вашей голодовки оказывал на вас давление, а другие сотрудники вот этих вот мест заключения, расскажите немного об этом. Я так предполагаю, что спрашивать, давили или нет, это бессмысленно, видимо, давили. Вот, и что это были за методы, что вам говорили и чем вам угрожали? Ну, скажем так, я сразу скажу, что на меня пробовали давить с самого начала, но я сразу же, у меня позиция идеологическая обозначена уже годами, более 20 лет, и как бы я придерживаюсь левых взглядов. Когда еще с мая прошлого года начались провокации против меня, ну, чтобы я испугался, убежал из страны, я сказал нет. Когда 2-й раз в августе меня арестовали на одном из мирных митингов, и 10 дней тогда я получил, да, административного ареста, и тогда я впервые за 19 лет увидел живого сотрудника КГБ, целых 2. Ко мне пришли, вот когда еще я сидел в изоляторе еще до суда, с утра, перед выводом на суд. Это 22 августа меня арестовали, а 24 в понедельник пришло в 9 с утра 2 сотрудника КГБ, они прямым текстом сказали, что вали из страны. Я сказал, не поеду, я ничего тут противозаконного не делал, я живу по законам своей страны, не нарушаю законы, поэтому я верю в справедливость. Все будет хорошо. Они сказали, нет, говорит, будешь политвязнем политическим. Я говорю, за что? Я честно им сказал, не за что меня делать. Ну, вот они мне пообещали, сдержали обещание. Но факт того, что когда я уже был в тюрьме, то есть когда меня уже в конце октября, да, арестовали, то точно так же сотрудник оперативного отдела, который со мной беседовал, который мне объяснял, ты экстремист. Я говорю, а почему? Я, не признаю Лукашенко, но где это экстремизм? Это не мой президент, никогда я за него не голосовал. Всегда открыто говорил, что я против Лукашенко, но это же не запрещено законом, говорю.
Поэтому почему я экстремист? Когда мне объясняли, что у меня там левые взгляды, значит, ты склонен к протесту, к бунтам, в тюрьме это запрещено. Ну вот обещали, что там будут доводить в наручниках, усложнять жизнь. Пару раз действительно меня пробовали выводить в наручниках. Потом как-то, это мы решили. Уж не знаю, зачем они это делали, но это был такой вот метод тоже. Посмотреть можно на мою реакцию, как я там буду бояться, ломаться. Суть не в этом. И я сразу сказал прямым текстом, что если вы будете сейчас на меня давить, то я за свою жизнь не волнуюсь, поэтому я буду максимально всеми методами возможными защищаться, вплоть до там, если меня, как говорится, в пресс-хату будут садить, я буду отбиваться, еще какие-то ситуации. Вот поэтому эти были попытки, но очень такие аккуратные, потому что, они знали, что у меня достаточно, левые взгляды, достаточно радикальные, вот. Поэтому до последних 2 дней не было жестких таких попыток, это было все в таком, знаете, режиме перетягивания каната. Попробовали, не получилось, значит, отпустили. А вот уже последний день, предпоследний, когда они, видно, уже было принято решение, что меня отпустят, что давайте себя не обманывать. Это не суд принимал решение, не прокурор запрашивал, это все КГБ. То было сделано такое, что на весь, там, получается, я сидел в грузинской тюрьме, СИЗО как такового нет. Там 3 этажа, и тебя садят в любую камеру, и я говорю, слева, справа, сверху может сидеть бандит, убийца, рецидивист, то есть это не СИЗО, где ты сидишь с такими же, как ты, последствиями, это нормальная тюрьма. Грузинская тюрьма – это один из самых жестких режимов в Беларуси. И когда вот предпоследний день и последний, то, очевидно, сексот, шестерка, провокатор КГБшный стал кричать «Банцер», не мог голодать, он пил из бачка воду, поэтому он столько продержался. А в тюрьме, если ты пил из бачка, значит, это низкий статус, значит, это понимаете. Там прямым текстом там кричали «Банцер, петух». Это такое было уже психологическое давление на меня. И точно так же в следующий день, последний день перед вывозом в суд, точно так же на всю тюрьму кто-то там орал, что Банцер петух, он пил из бачка, то есть фактически из унитаза. Это при том, что бачка, где я сидел в камере, не было, там был туалет типа сортир, дырка в поле, и камеры установлены таким образом в тюрьме, чтобы интимность сохранять, чтобы не видно бачка, чтобы человек мог физиологически свои отправлять нужды, да, чтобы на камеру это не попадало. То есть это практически невозможно. И сам факт того, что кто из тех, кто сидит в тюрьме, кто ему камеры покажет, да, тюремные. Вот поэтому такая вот провокация, но это последние 2 дня, я так понимаю, КГБ уже приняло решение меня выпустить и решили еще мне, не знаю, что сподлить, как говорится. А до этого, я говорю, было очень некомфортно, очень неприятно. Но я был готов к самому плохому сценарию, поэтому, опять же, говорю, если на моем месте был кто-то менее идеологически подкованный, политически образованный, простой, скажем так, мужик, простой человек, то было бы тяжело. Мне тоже было нелегко, я выстоял, но это были не самые лучшие 5 лет, 5, простите, месяцев моей жизни. И сейчас я не могу выйти из голодовки, то есть это очень тяжело об этом говорить, но что поделать, это уже часть истории моей и часть истории нашей современной Беларуси, о чем я искренне сожалею. Я был уверен, что мы сможем выйти из этой ситуации мирными методами, договориться путем диалога, но то, что я вижу на воле после 5 месяцев тюрьмы, меня действительно ужасает. Вот давайте-ка я вас попрошу, вот что вы видите на воле? Можете как-то описать это? В очередной раз всем нашим зрителям напомнить, как выглядит воля после 5 месяцев в заключении? Я вам признаюсь, мне очень тяжело, поэтому я я сразу, мама хотела, чтобы я поехал в больницу, я сказал нет. Попробовал дома выводить, но, говорю, мне стало вчера плохо, пришлось вызвать скорую. Сегодня с утра я съездил, сдал анализы биохимии. Завтра, я не знаю, надеюсь, тоже не придется идти к врачам. То есть для меня воля – это такие куски. Но я больше говорю о том, что та информация, которую я сейчас начинаю только собирать, обрывочная, то, что я не могу сходить в гости, потому что я действительно очень слаб, к своему коллеге-журналисту, который живет один дом от меня, буквально, понимаете, тут 300 метров, у которого тоже уголовное дело началось буквально 17 марта. То, что коллега музыкант Олесь Денисов, у которого 15, по-моему, марта, сейчас не хочу врать, тоже был дома, приходила милиция, делали обыск. То есть, это все, и то, что информацию слышу от людей, собираю, мало оптимистичной информации. И то, что говорит наш так называемый президент, тоже абсолютно меня не, скажем так, наполняет мыслями, несмотря что весна вроде на дворе, не наполняет мыслями о том, что власть одумалась, власть поняла свою ошибку, власть готова признать, что, может быть, все-таки стоит вести диалог, а не всех без разбору
Причем я говорю сейчас всех, я сейчас не про себя, а про то, что вот всех, когда уже пенсионеров садят на сутки, когда уже беременных женщин, ну это просто не поддается какому-то осмыслению. Мне очень тяжело это понять. И самый простой для меня и важный момент, что если до сих пор нету ни одного уголовного дела за превышение служебных полномочий со стороны органов, ну о чем можно говорить? Если власть считает, что все было в рамках закона, значит, значит что-то пошло не так, и, к сожалению, мы движемся в абсолютно для меня каким-то направлении сумрачном, в какую-то черную пещеру, и там беспросветного, абсолютно, я даже бесперспективного какого-то будущего, которое на меня ужасает. Когда я смотрю на своих родителей престарелых, на своих детей, я не знаю, что будет завтра, я не уверен, что когда я выйду из голодовки, восстановлюсь, меня снова там не арестуют, и поэтому все это очень, может быть, я еще уставший после голодовки, но я, к сожалению, вижу вот ближайшую перспективу в очень таких тонах черных, и мне кажется, что, опять же, говорю, с точки зрения своей идеологической позиции, этот аппарат репрессий, который включился в качестве, да, реакции на несостоявшуюся, неудавшуюся, да, мирную, я подчеркиваю, мирную революцию. Когда власть сказала, диалога не будет, включила репрессии, вот мы сейчас получаем такую реакцию, что у меня почему-то ассоциации там с Франко, понимаете, с этими Салазаром и с прочими, да, генералами, которые еще в 70-е там в Греции, в Португалии и так далее. Я не понимаю, зачем у нас это происходит, почему в 21 веке, и куда все это приведет. И у меня самые опасения страшные, поэтому уже вслух не буду говорить. Надеюсь, все-таки, как пела группа моя, одна из любимых порнофильмов, это пройдет. Будем надеяться, что пройдет в ближайшее время. Игорь, личный интерес. Очень часто можно было почитать, послушать, говорят, что голодовка, она в какой-то момент приводит к расширению сознания. Вот расскажите по вашей сухой голодовке. Вы говорили о том, что это не первый раз, когда вы голодали, то есть какой-то опыт уже был. Наверное, я тут подозреваю, что он не такой продолжительный, поэтому вам и удалось 17 дней продержаться в голодовке, потому что дело-то такое. Люди там максимум по 10-12 дней могут выдержать при сухой голодовке. И скажите, как ваше самочувствие менялось? В какой день, наверное, в какой день вам показалось, что, наверное, пора бы хотя бы попить воды? У меня было не 17, у меня было 15 дней, по-моему, не полных 15 суток, сейчас не посчитаешь, то есть это уже не надо. Я сегодня вот с кем-то разговаривал, не помню, из знакомых, с братом, пожалуй, и у меня голодовка сухая была первая в 2012 году. И 10 суток тогда я выдержал. Это было административное, да, дело, как всегда, политическое, но как у нас это любят, да, за пикеты. Я сам тогда не знал. Слушайте, 10 дней я выдержал очень даже в хорошем режиме. Вышел из голодовки за неделю, может даже за 6 дней тогда. И я был удивлен, вот после того, что читаешь в интернете. Но при этом у меня появились проблемы с поджелудочной железой после 2012 года. Вот сейчас я уже знал, опять же, я не употребляю алкоголя, никогда наркотики не пробовал, не курил. То есть веду здоровый образ жизни, здоровый образ жизни, занимался спортом. Последний год я уже даже кофе, чай, тонизирующие средства исключил, энергетики, которые иногда бывает, когда ездишь в тур, и там 2-3 дня, с часом поспать. То есть надо было ехать на энергетиках. Я исключил все, я пил буквально воды, травяные сборы весь этот год. Но я готовил свой организм, закалял его, я закаленный. Я всегда каждую зиму плавал. Вот, я закалял организм, готовил его к тому, что будут жесткие условия. Если придется сидеть в тяжелых условиях, которые действительно были, чтобы организм был подготовлен. Вот, поэтому, честно вам говорю, я не знал, сколько я выдержу. И когда, например, у меня уже, сейчас у меня проблемы с мочеиспусканием до сих пор, несмотря что я жидкость принимаю. Когда в тюрьме у меня уже там, не помню, 10-й день, 12-й, у меня кровь уже приобретала такой темно-буро, там пару этих буквально, да, капель, я прошу прощения за натурализм. Уже там прямо мне казалось, что я уже кровью начинаю писать, у меня начинали трескаться губы, я их там мазал кремом, мазал помадой какой-то, я вот уже, не хотелось прийти на суд, чтобы губы, да, все были в крови. Я потерял 10 килограмм, никогда в жизни не весил столько, это вопрос, очень большой стресс для организма. И у меня было так, что действительно, вот 10-е сутки прошли, я знал, что 10 выдержу. Потом мне суд был, по-моему, сейчас не скажу, то есть я знал, что еще 2 дня мне там до суда надо дотянуть, я дотяну, я всем говорил. Я дотянул, что дальше я не знал. И вот тогда
когда снова суд, снова продление, снова перенос на 5 дней, по-моему, я тогда понял, что вот это, возможно, уже и конец. И тогда как бы я просто, вот у меня было, я сидел, я 16 часов, тебя в 6 поднимают подъемом до 10, я 16 часов просто сидел, не двигался, максимально экономил силы, надеясь на то, что организм, ну, все-таки вот в таком левитационном режиме, да, летаргического полусна выдержит. Это там действительно, ну, уже я могу сказать, там были, я, ну, чуть не падал в обморок, поэтому там приходилось опираться. Когда приходила проверка, надо вставать, всегда там говорить им гражданин начальник, там, отчитываться 3 раза в день надо встать было. Ну, бывало чаще, когда там врачи заходили, когда меня еще тягали, ну, якобы случайно, да, на какие-то мероприятия, то как бы это было очень тяжело там. Приходилось держаться за нары, когда встаешь какой-то период времени подождать, потому что, ну, действительно, просто уходила почва из-под ног, и все было белело. Ну, я говорю, то есть было очень тяжело, и если бы действительно еще день-два, то да, все было бы не так. Ну, я не знаю, что бы было, но мне было очень тяжело. Но я говорю, вот я разговаривал со знакомым сегодня утром медиком. Я говорю, действительно, вот последние вот 5 дней я буквально сидел, я вообще абсолютно не двигался. То есть за счет этого это уже остаточный ресурс организма где-то там работал, но было очень тяжело. И я говорю, когда я уже шел там в суд последний, то это потом все отметили, мне было очень тяжело. Я там стоял, у меня ноги отнимались. Но как-то достоял. Я говорю, это чисто, ну, то, что вот я действительно готовился, целый год я готовился к тому, что будут какие-то жесткие меры в отношении меня. И ну, прям к такому я не готовился, но вот организм выдержал. Не знаю как. И самое обидное, ну, самое такое, что я не могу запустить желудок до сих пор. И все врачи, ну, боятся прогнозировать, что будет дальше, как внутренние органы отреагируют, что со мной случится дальше, в какой момент, в любой момент сейчас может это. Завтра, послезавтра, через месяц, через полгода что-то вернуться. И вот это обидно, и это как бы непрогнозируемо. Ну, вероятно, на это тоже был расчет КГБ, что раз Банцер не снимается с голодовки, значит, пусть потянет побольше. Тогда у него в любом случае какие-то последствия будут. Вот так вот. И важный момент, я хочу это обозначить. Я вегетарианец, я не отказывался от вегетарианской диеты, а там все с мясом, поэтому я ел, получается, в обрезанном тоже, в обрезанном режиме. Недополучал калорий, несмотря на мои неоднократные просьбы, никто мне не дал, калорий не возместил. И поэтому это тоже важный момент. Может быть, если бы я ел мясо, было бы еще проще, но я не отказался от этого, от своей вегетарианской диеты. Это тоже было таким отягчающим фактором. Поэтому вы правильно сказали, это ментальность, это чисто идеологическая закалка и вера в свои идеалы, вера в то, что я прав, что я сижу абсолютно по надуманным причинам незаконно. Только это меня спасало. Плюс огромная поддержка с воли. Письма людей очень поддерживали. Вот это подпитывали изнутри энергетически, но я понимаю, что в какой-то момент организм физиологически должен был дать сбой. Я думаю, вот предошел прямо к этой черте. Поэтому, ну, тут, я говорю, то есть мне повезло, что меня выпустили, это я говорю. Да, я слышал, как вы, когда буквально несколько дней назад в интервью «Радио Свободе», ну, как интервью, все, что вы успели сказать там на камеру, вы повторили про письма и призвали писать тем, кто сейчас сидит за решеткой, потому что это морально и все-таки моральная поддержка, она дает силы и уверенность в том, что, ну, во всяком случае, хотя бы выживешь. А в лучшем случае совсем скоро все будет хорошо. Игорь, мы вот, коллеги, технические специалисты подсказывают, для вас здесь мы из Вильнюса говорим с вами, и я понимаю, что там за решеткой вы не могли это видеть и, может быть, не успели до сих пор посмотреть. Вот кое-что хотели вам показать, не только письма вам писали, но и вот такие акции проходили. Ребятки, запустите видео.
Игорь должен жить. И мы желаем вам, Игорь, поскорее восстановиться. И я думаю, что это далеко не все, что вы еще увидите. Все, что было сделано в вашу поддержку. И там была очень правильная надпись: «Один за всех и все за одного». Спасибо вам, что вы были один за всех нас. Ой, прошу прощения. Очень тяжело. Я вспомнил, что в феврале прошлого года, когда еще был последний падающий флажок локдауна, я ездил с семьей, с детьми в Вильнюс, и у меня есть фотка на Фейсбуке с моими детьми прекрасными из-под того места, где Костуся Калиновского вели, правда, на висельницу в последний раз. Я ее повесил тогда, я не знал, что я говорю. Я действительно не видел этого видео, спасибо вам. Я говорю, видите, слаб. Я не смог сдержать слез, это очень приятно, потому что, спасибо огромное, и у меня просто нет слов, я прошу прощения. Игорь, спасибо вам большое за то, что нашли время и силы, главное, что нашли силы поговорить с нами. Мы желаем вам как можно скорее восстановиться, и чтобы все те проблемы, которые, как вы говорите, могут вернуться в плане здоровья, чтобы они вас всячески обходили стороной. И несмотря на все то, что вы правильно отметили, куда катится вся страна и куда нас тащит, правильно сказать, вся эта безумная система, искренне хочется верить, что в этом году мы сможем увидеться с вами на ваших концертах, ну или где-нибудь в Вильнюсе, на площади где-нибудь центральной, либо там, где это видео снимали, либо на том месте, где в последний раз можно было увидеть Костуся Калиновского живым. В общем, Игорь, один за всех и все за одного. Спасибо вам большое. У меня прекрасная татуировка. Давайте, страха нет, я благодарен всем. Прошу прощения за слезы, я не ждал. Спасибо огромное. Спасибо вам. Выздоравливайте, восстанавливайтесь и живи Беларусь!